А сейчас давайте построим самое, на мой взгляд, хитро придуманное соединение поверхностей. Вот в районе фары. Вот это вот произведение искусства. Вот, значит, стратегия тяжело объяснима. Поэтому начнем строить. И я думаю, что что-нибудь да получится. Итак, первым делом нужно, чтобы увидеть, как оно должно быть, зашить ориентировочными поверхностями все это дело. Вот, для этого нужно построить кривые, так как они должны быть, к ним привязываться и уже смотреть на то, что получается и как из этого всего выпутаться надо. Значит, вот эту поверхность, я думаю, у вас проблем не составит построить самостоятельно. От нее мы начнем отталкиваться. Значит, кривые. Первым делом строим кривые финальные, к которым будем привязываться. Для этого можно использовать кучу разных инструментов. Вот, пока что будем строить вот так. Значит, что здесь нужно помнить, что мы следуем тому же принципу, что кривая должна быть в плоскости. Не всегда, конечно, но чаще всего вот именно вот эта кривая точно видно, что она должна быть в плоскости. Для этого мы примерно уже без вспомогательных кривых построим плоскость. Как и в прошлый раз. Вот так. Удалим эти кривые, они нам уже не нужны. Приведем поверхность в первую степень с одним спаном. Проверим, лежит ли она в плоскости. Бывает просто, что этот инструмент, Rail, в нем еще остались настройки по масштабированию или вращению, поэтому нужно проверять. Так, немножко увеличим и спроецируем на эту плоскость эту кривую. По Y давайте это сделаем. Match Original. И пусть будет Create History, а старую мы скинем слой. Так, и вот мы видим, как оно лежит. Значит, немножко манипуляции все-таки придется сделать со старой кривой, поэтому
Ну, пока что нормально. Старую нужно убрать, а новую нужно привести к какому-то общему знаменателю нашей линии машин. Включим здесь перспективу. Вот так, кажется, должно быть. Да. Но может быть вот здесь еще немного. Вот сюда. Так, отлично. Все, теперь эту поверхность можно скрыть. Темп. Можно немножко подтянуть. Вот так вот. Все. Так, теперь я доволен. Эту историю мы удалим. Привяжемся нашей построенной поверхности к этой кривой. Так. И дальше построим еще пару поверхностей. Так. Вот такую поверхность сделаем. Видим, что она сразу попала практически так, как нам нужно. Единственное, что нужно проверить, чтобы она не выворачивалась, вот как здесь видно, в обратный угол. То есть, как это проверить? Как я такое проверяю? Значит, здесь вот нам не хватает позиции. Для этого надо все сделать заново. Мы не попали здесь к самой поверхности. Вот так. Еще раз. Так, как быстро проверить, выворачивается ли эта поверхность наизнанку? Ставить на анализ тангенса. Но, как видно, чтобы получить тангенс, нужно получить позицию. Если нам сейчас это не устраивает, мучиться с получением позиции, можно просто в этом анализе тангенса в Information Window выделить этот анализ и увеличить толеранс для гапа, то есть чтобы мы попали в гап. Видим, что здесь гап у нас больше 0,7,
поэтому мы ставим 0,8 и сразу видим, как работает тангенс. То есть вот видим сразу, что после этой точки угол выворачивается наизнанку. То есть сначала у нас был острый угол здесь, дошел до тангенса и вывернулся наизнанку. Поэтому мы берем эти точки. Для начала можно упростить эту пятую степень до 3. Мы берем вот все эти точки и масштабируем, пока не увидим, что тангенс изменился. Масштабируем их вот в эту. Ставим пивот сюда в угол. И вот так. Видим, что сейчас у нас острый угол везде. То есть здесь мы очень близки к тангенсу, но все-таки здесь острый угол. И дальше, когда мы достроим уже, в позицию попадем точно, то там все будет нормально. Вот так. Вот. Дальше можно подтянуть геометрию. Ближе к мешу. Это, конечно, опасно трогать именно из-за вот этого тангенса. Так, хорошо. Дальше построим вот эту поверхность. Так, продолжим. Перережем, наверное, линию обрезки капота. Тоже выровняем ее в плоскость. Давайте построим сначала плоскость. Тут видно, что линия обрезки в плоскости до определенного момента. Вот, да, то есть до заворота бленда вот здесь и до заворота сюда на обрезку самого капота. Вот, поэтому построим с этим учетом и нашу плоскость где-то до сих пор. Вот так. Так, сделаем антрим капота нашему, удалим кривую на поверхности, берем симметрии и включим пересечение. Так. Видно, что здесь нужно подвинуть сюда. И немного наклонить плоскость. Вот так. Вот так. То есть мы видим, да, что вся наша линия лежит в плоскости. Отлично. Плоскость можно скрыть. Удалить историю. И перерезать этот кусочек.
уже вручную построим. Так. Можно даже сделать G3. Explicit setting, 4-я степень. И G3. Немножко поджать. Вот так. Удалим. И сделаем трим на пол Z. Трим. Скроем эту кривую. Удалим историю капота. Так, и начнем строить поверхность внутреннюю. Значит, первая кривая. Вот здесь тоже она идет под острым углом к капоту до вот этого момента. Здесь уже она переходит в тангенс. Так. Самый странный и непонятный участок будет вот здесь. Построим пока так. И опять же, чтобы проверить, как у нас ведет тангенс здесь, включим проверку на тангенс. Здесь видно, что вся кривая, острый угол только здесь. Поэтому нужно немного подтянуть сивишки на кривой. Вот так. Так. Дальше нам нужно, чтобы здесь была кривизна на вот этом участке, и дальше она уходила в острый угол вот к этому ребру. Давайте сначала перестроим вот эту линию. Чтобы было к чему привязываться. Пока что у нас здесь немножко неправильно все сделано. Здесь острый угол есть. Если мы сделаем кривизну отсюда, то мы совсем далеко уйдем от нашего рисунка.
радиаторной решетки. Поэтому нам вот это закругление нужно уводить намного дальше. Примерно вот в эту точку. Так и поступим. Вот. И после того, как мы это сделали, точно так же нужно поступить и с поверхностями. То есть вот эту линию мы должны опустить вот сюда, именно на эту кривую, что заставит нас перестроить эти все поверхности. Совсем незначительно, конечно, но это надо сделать. Вернем просто наши кривые на место с привязкой по кривой. Таким образом мы перестроим вот это. Вот это подтянулось, потому что была история соединения по позиции. И осталось только подтянуть вот эту поверхность. Значит, так как у нас тут кривая 4 степени, а поверхность по этой линии 3 степени, надо поверхность подогнать под кривую. И сделать сплит вот здесь. И align позицию. Вот так. Проверим кривизну. Перестроим. Просто спроецируем ее заново. Так, глянем, как она выглядит. Выглядит отлично. И продолжим. Значит, вот здесь построим сквер. Посмотрим, как он выглядит. Похоже, что мы вот просто здесь. Да-да-да. Так. Вот так сделаем. И строим наш сквер. Кривые. Вот это нужна еще, а вот эти уже нужно скрыть. Так, смотрим, что у нас получается. Так. Значит, что мы делаем дальше? Кривизна нам нужна. Вот на этом участке, где у нас заканчивается фара. То есть пока нас не отвлекает от острого угла вот этот разъем фары до сих пор, который доходит, здесь у нас должна быть непрерывность. Когда мы заходим уже до этого участка, где у нас идет разъем фары, радиуса, здесь уже не имеет значения большого, будет ли непрерывность с фарой или нет.
То есть вот этот участок, где у нас острый угол переходит в кривизну. Поэтому вот здесь до сих пор у нас будет кривизна. Дальше она будет переходить в острый угол. Значит, чтобы это сделать, нужно построить эту кривизну вот здесь. Проверить, чтобы все поверхности были в стык с нашей кривой. По позиции и приалайнить в кривизну. Так, если мы немножко продлим. Но мы видим, что мы слишком далеко уходим от характера нашей поверхности. То есть нам вот нужно, чтобы здесь эта поверхность немного прогнулась туда. Чтобы это контролировать, нам нужно шевелить CV-шки на вот этой поверхности. Видим, да? Но так как эта поверхность у нас, она представляет всего лишь маленький кусочек от этой большой, то мы ее удалим временно. Дотянем большую. Приалайним ее. Чтобы потом, когда мы отрезали и выровнялись по вот этой кривой, все внутренние точки стояли на месте. Вот так. И немного, совсем чуть-чуть поднимем наши CV-шки. Чтобы улучшить контроль, можно увеличить степень вот здесь. Таким образом, мы ближе к нашему ребру, там где соединяются наши поверхности, и не так масштабно мы влияем на всю нашу поверхность, перемещая CV-шки только у этого ребра. Так. Ну, в принципе, меня это устраивает. Так. Дальше. Криво спрячем. Дальше мы как раз вернем все назад. Отрежем до сих пор кусочек. Выровняемся по позиции. Здесь и здесь. И перепроецируем кривизну сюда. Вот так. То есть все внутренние точки теперь у нас стоят ровно, как будто бы это одна поверхность. Но ребро мы притянули к нашей линии, так как и хотели. Вот, и мы видим нашу кривизну здесь.
Дальше. Так как нам кривизна нужна только до момента, когда заканчивается фара, то весь остальной промежуток можно сделать переходящим из кривизны в угол. Для этого мы сделаем бленд от сих пор до сих. Чтобы этот бленд сделать, нам нужно посередине этого бленда соединить в позицию нашей поверхности, через которую мы делаем бленд. Чтобы на середине этого бленда не было никаких провалов и непонятной геометрии какой-нибудь. Так, приалайним в позицию. Так. И приалайним позицию сюда. Вот так. То есть вот это по сути пересечение наших поверхностей. И бленд, когда пройдет между ними, он будет очень ровно идти. Так. Последние штрихи. Уберем вот это натяжение случайное. Позицию, блендинг 2CV. Вот так. И давайте попробуем привязаться сюда. Удалим историю. Посмотрим, какой здесь гап сейчас у нас. Большой. Давайте сделаем его поменьше. Вот таким вот образом. Вот, этого пока достаточно. И делаем тот самый бленд. Значит, отдаляем теперь эти поверхности друг от друга на нужное расстояние. И делаем бленд. Видим, что внутренние CD-шки бленда располагаются очень ровно между собой. И у нас идет четкое перетекание. Видно, что угол этот растворяется как раз там, где нам надо. Вот так выглядит наша машинка сейчас. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.